В связи со вступлением в силу национального стандарта ГОСТ Р 59866-2022 компанией GreenTech разработан автоматизированный комплекс для контроля уплотнения слоев дорожных одежд УПОР-1. Разработка статического плотномера УПОР-1 выполнялась в тесном сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами отрасли. На текущий момент УПОР-1 является единственным автоматизированным комплексом, позволяющим контролировать уплотнение в соответствии с методикой, предусмотренной национальным стандартом. Все оборудование находится в удобных ударопрочных кейсах. Опорную плиту установить и притереть на исследуемой поверхности. Датчик силы установить на опорной плите. Закрепить датчик силы на опорной плите. В центральное отверстие датчика силы установить винт опоры гидроцилиндра. Установить гидроцилиндр. В шток гидроцилиндра устанавливают один из удлинителей или винт. Произвести регулировку по высоте относительно опорной базы. Важно! Масса пригруза, используемая в качестве противовеса, должна превышать максимальную нагрузку, подаваемую штампом, не менее чем на 1 тонну. Прикрепить шаровую опору. К гидроцилиндру через быстроразъемное соединение подключить гидростанцию. Важно! Зафиксировать стопорное кольцо. При помощи двухконтактного разъема подключаем кабель питания к гидростанции. Производится сбор реперной рамы. Соединить основную стойку с остальной опорой. Достать стойки для крестовины. Раму Б-крестовину вставить в фиксаторы рамы А, таким образом, чтобы совместить цветовые метки рамы и фиксатора. Затянуть винтом-барашком. Установить раму на стойках, плотно зафиксировав винтами-барашками. Вставить телескопическую раму С до линии ограничения. Зафиксировать 2 винтами. Установить датчик линейных перемещений. При помощи узла крепления и регулировки установить линейный датчик и зафиксировать угловым ключом-шестигранником. Зафиксировать на реперной раме винтом-барашком. Установите реперную раму в опорной плите. Выровнять горизонтальное положение реперной рамы, используя пузырьковый уровень. При помощи узла регулировки совмещаем положение рабочей поверхности датчика и опорной плиты. Проконтролировать перпендикулярность положения датчика с помощью пузырькового уровня на узле регулировки. Отрегулируйте датчик по высоте. Установите датчик в центр опорной плиты. Важно! Длина вылета штока линейного датчика должна составлять примерно 50 мм. Кабели гидростанции и датчиков подключаем к соответствующим разъемам контроллера. Органы управления установкой находятся на передней панели контроллера. Кнопка включения-выключения, порт USB, экран контроллера, энкодер, кнопка отмены, термопринтер, датчик силы, датчик линейных перемещений, управление гидростанцией, порт подключения резервного питания зарядки аккумулятора. Важно! Включение контроллера только после подключения всех кабелей. На мониторе высвечивается основное меню. Перемещение в меню осуществляется поворотом энкодера. Вход в нужный раздел меню и настройка параметров осуществляется нажатием энкодера. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется при помощи кнопки «Отмена». При включении контроллера на экране высвечиваются разделы меню: запуск опыта, ручной режим, проверка прибора,
Настройка, балансировка датчиков. Запуск опыта включает в себя опыт GOST-R. Данный пункт предназначен для запуска процесса определения характеристик прочности и деформируемости конструктивных слоев дорожных одежд из ЩПС, ЩГПС, ГПС, щебня. Опыт GOST-R «Пески». Данный опыт предназначен для запуска процесса определения характеристик прочности и деформируемости конструктивных слоев из песков и грунтовых материалов. Режим пользователя номер 1, номер 2. Режимы, позволяющие настроить индивидуальные параметры опыта. Ручной режим. Важно! Данный режим необходимо использовать для определения начального положения нагрузочной системы перед запуском опыта. В верхней строке меню текущие значения датчиков силы и перемещений. Вторая строка – информационно отображающая скорость и направление подачи давления. Третья строка. При нажатии на энкодер вы переходите в режим подачи стравливания давления в гидроцилиндре. 246+. Скорости подачи давления в гидроцилиндре. Минус 642. Скорости стравливания давления в гидроцилиндре. Проверка прибора. На экране указаны текущие значения: времени, даты, показания датчика силы, показания датчика перемещения, состояние USB разъема, текущий заряд аккумуляторной батареи. Настройки. Важно! Изменения в данном пункте меню вносить только опытным пользователям. Внесение изменений может негативно повлиять на точность работы комплекса. Минимальная нагрузка. Устанавливается минимальное время подачи давления. Разгрузка. Устанавливается минимальное время сброса давления. Время логирования в секунду. Устанавливается количество съемов показаний датчиков в секунду. Дата. Настройка даты. Время. Настройка времени. Управление Wi-Fi. Включение Wi-Fi. Запись логов датчиков. Запуск съема данных с датчиков. Звук. Ручной насос. Балансировка датчиков. Данный пункт дает возможность выполнить калибровку датчика силы. Автоматическая калибровка датчика силы выполняется при каждом включении контроллера. Вторая строка отображает текущие показания датчиков силы и перемещения. Запуск опыта. В этом пункте меню устанавливаем диаметр рабочей плиты. Т1 отображается время стабилизации верхней ступени. ТН отображается время стабилизации всех последующих ступеней. Погрешность минус и плюс. Устанавливаем диапазон давления, по достижению которого запускается таймер отсчета времени стабилизации давления определенной ступени. Запуск. Старт процесса опыта. На дисплее отображается уровень заряда, текущая нагрузка, номер ступени, показания датчиков линейных перемещений, время стабилизации, подаваемая нагрузка, разгрузка, активируем завершение опыта. Следующая ступень – принудительный переход на следующую ступень через меню подтверждения. После завершения опыта вы автоматически вернетесь в главное меню. Нажмите один раз кнопку на принтере, оторвите чек. На нем мы видим модуль деформации и модуль упругости. Выключите контроллер, достаньте флешку.